Собираемся, едем в посольство Словении для того, чтобы получить шенгенскую визу транзитную для последующего возвращения домой. Но так как у нас до сих пор ограничения, то это будет непростое путешествие. Нам из посольства Словении прислали бумажечку такую о том, что мы действительно записаны на прием. По электронной почте нам прислали, мы распечатали. По идее, полицейским этих оснований должно хватить, чтобы выпустить нас из нашей общины. Но там посмотрим. Ну, еще одна проблема. Мы в Будве здесь не смогли нигде распечатать фотографии. То есть нам сейчас в Подгорице придется искать еще распечатку фотографий. Так что то еще приключение будет. Вкусный и полезный завтрак. Можно просто поесть. Нет, надо на камеру все снять. Вот, молодец. Все, документы все взяла? Вроде. Дай, пожелай нам удачи. Удачи, папа, удачи. Вообще еще непонятно, что там в Подгорице что-то работает, не работает. Вообще сможем ли мы эти фотографии распечатать там? Если нет, то будет очень обидно. Приедем в посольство, скажем, мы такие красивые, без фотографий. Фотографы без фотографий, супер. Вообще из-за этих ограничений наша машинка ездит только до магазина и обратно. Бедолашка. Вот она, эта бумага из славянского посольства о том, что у нас назначена сегодня встреча на 11 часов. Смотрите, как Ирину фамилию написали. Невщерякова. Ну, с ее фамилией постоянно проблема. Ну вот мы въехали сейчас в общину Цетине. Поста здесь не было, едем дальше. Пока нас никто не остановил. Как легко угадать, что ты в Цетине. Тут всегда лежит снег. Ну да, здесь как-то прохладненько. Мы сейчас проехали город Цетине. Это древняя столица Черногории. И мы очень хотели в конце февраля попасть сюда, но из-за этих ограничений у нас не получилось. Потому что в конце февраля здесь цветут крокусы. И это просто великолепное зрелище. В прошлом году мы были на этом цветении крокусов, но не выпустили этот влог, потому что он скучный получился, по моему мнению. Но не могу с вами не поделиться этой красотой. А это очередь из машин, которые едут в Цетине из Подгорицы. Мы переехали еще одну границу. Здесь действительно стоит пост. И вот на обратном пути мы, видимо, в этой очереди будем стоять. А мы как-то проехали без проблем. Мы сейчас заехали в зоомагазин, купили пацанам еды. И так осмотрелись, по сторонам посмотрели. Вроде бы магазины работают. Работают там со стульями, со светом какие-то магазины. Техноплюс вроде работает. Поэтому есть шансы, что мы сделаем все-таки фотографии. А это колесо обозрения, первое в Черногории колесо обозрения. Его построили вот буквально, может быть, месяц назад. Такое странное место, честно говоря, они выбрали. Просто какая-то площадь среди высоток. То есть он даже не поднимается выше этих высоток. Очень-очень странное место. Как в парке Горького. Ну да. Стоит, непонятно зачем стоит. Ну и размер, конечно, тут тоже не очень большой. А сейчас спойлер из будущего. Всего через 4 месяца после установки это колесо обозрения разбирают. Здесь в Подгорице прям жизнь по сравнению с тем, что в Будве. И вроде прям работает и постригальни, и все, и копирница тоже работает. Сейчас идем копировать документы. Тут прям жизнь, да? Вообще. Как будто мы в Мегаполис попали. Мы такие в прошлом году: Белград, Мегаполис, а теперь и Подгорица сойдет. Ну да. Совсем уже деревенские стали. Все, фоточки готовы. Как ни странно, фотографировались не в маске, снимали. Все, мы приехали к месту, где посольство находится, ну вот, в 80 метрах от нас. У нас еще полчаса до назначенного времени. Посидим в машине, подождем и скрестим пальчики. И за нас там тоже скрестите пальчики, чтобы все было хорошо.
Я так понял, что вот это посольство. Все, документы сдали, все нормально. В следующий четверг, то есть ровно через неделю, в то же самое время, в 11 часов мы сюда приезжаем, и нам должны отдать наши паспорта и визы, я надеюсь. Ну, вроде сказали, что все нормально по документам. И можно будет ехать домой. Мы запросили визы с 15 апреля, то есть 15 апреля мы сможем выдвигаться домой. Да, кстати, сейчас сбор за шенгенские визы из-за всей, видимо, ковидной ситуации снизили 35 евро с человека. То есть мы заплатили 70 евро. Хоть какая-то польза от ковида, да, Ира? Угу. Я поняла, что это не из-за ковида. А из-за чего? Просто сейчас такая, типа, льготная. Там Ну, не было из-за ковида. Нигде не было написано про ковид. Ну, больше причин я не вижу. Ну, а теперь поехали. Нам нужно заехать в Техномакс. Если он работает, я хочу купить себе джойстик от PlayStation 5, чтобы на компьютере можно было играть в игры с его помощью. И, кроме того, он будет задействован в следующем ролике. И нет, я не придумывал сценарий специально для того, чтобы купить джойстик. Нет, не думайте так обо мне. Ага. Сети так и поверили. Вообще мы документы дольше собирали, чем сдавали и делали. Ну да. Техномакс. Че, Илья, каково это быть в магазинчике? Вообще непривычно. И здесь не только продукты. Все, теперь у меня есть джойстик для PlayStation 5. Вообще я хотел купить PlayStation 5, но такой дефицит у них, что хотя бы джойстик себе купил. Но его можно подключить к компьютеру. Тоже неплохо. Что? Проплатили тебе, да, Коль? Я же продажное говно. Буреки. Какой-то есть. А ты все ешь и ешь, да? Угу. Вообще такое ощущение складывается, что мы, знаете, вот какое-то спецподразделение, действуем в глубоком тылу врага. Вот мы высадились, там, да, выцепили этот бурек, отстояли эти очереди на улице. Просто ненавижу все это. Хочу свободный мир. Ну, с этой стороны еще ничего, колесо обозрения смотрится. Ну, вообще очень убогенько. Ну, странное очень место. Вообще. Просто тут дороги, что тут, парк какой-то, нет? Непонятно, короче. Все, едем уже домой. Мы хотели еще заехать в строительный магазин Кипс. Ну, это типа Леруа Мерлен, Касторама. Но там такая огромная пробка, и, судя по всему, там такая развилка, где наверняка проверяют документы. Поэтому мы не стали рисковать, едем домой. 18 числа, когда мы поедем за визами, наверное, заедем в другой какой-нибудь магазин строительный, и там поищем реквизит. Для этого ролика у нас уже все есть. Вот, подъехали мы к пробке, которая из-за проверки документов. Но мне кажется, что она не такая... Вы куда? Вообще, ты что, офигел? Ненавижу таких. Ну, по ощущениям, не очень большая такая пробка. Машин 10, наверное, перед нами. То есть гораздо меньше, чем была, когда мы ехали в Подгорицу. В общем, все нормально. Я через окно показал эту бумажку. Говорит, езжай, езжай. Так что все нормально, едем домой. Так рад, так рад. Да. И я рад, скажи. И ты рад, да? О, Оська, завернулись. Я думал, бросили меня. Тетя Люба меня обижает. Целоваться. Ой, как я целуюсь. Распаковка. Не Apple Way. Коробочка, в ней еще одна коробочка. Ну, это, конечно, да. Ну, приятный. У тебя есть? Смотри, пацаны. Джей. Прикол, что даже провода зарядного нет в комплекте, прикинь? Как он называется? Type-C? Type-C, по-моему. Да. Ну, слушай, это просто следующая стадия, да? Apple, учитесь. Apple, учитесь, да. Вы Apple до сих пор провод кладете. Ой, такой сладкий облизун. Я вообще хотел себе от Xbox джойстик. Но в Черногории Xbox, я так понял, не продается. Так, а как стрелять? Левый курок целится, правый стрелять. Слушай, ну работает. Вау! Ну, типа ушко? Ира, что ты думаешь по этому поводу? Сейчас опубликовали официальную статистику по коронавирусу. Это просто
Просто бред какой-то. Смотрите, сейчас в общине Будва, это где мы живем, заражено 102 человека. Это 0,46% жителей нашей общины. Когда мы сюда приехали, здесь было порядка 3% заражено. Когда нас закрыли на карантин, было 5% заражено. То есть сейчас в 10 раз получается меньше зараженных. И ходят слухи, что завтра нас посадят на еще более жесткий карантин. То есть полный локдаун объявят. Где логика, я не понимаю. Вообще, меня, конечно, бомбит от всего этого. У них 44 тысячи вакцин сейчас в Черногории. Вакцинировано 5 тысяч человек за 2 недели. И, то есть, видимо, точно так же, как и в России, вот это продвижение вакцинации было провалено. Я так слушаю, что вакцинироваться никто не хочет. Пипец. Вот из-за этого мы и будем сидеть еще 2 года в этом говне. Итак, мы пытаемся сделать мне гипс из подручных материалов. Магазины все по-прежнему закрыты. Будем пытаться использовать скотч, бинты. Что за меры? Сейчас актуальные меры, так, из нового. Читай Будву. В Будве и Тивате открыли парикмахерские магазины и продовольственных товаров. Да! Открыли меры Микшича. Особые меры для общины Герцог Новый, улицы Микшич. Так, тогда я завтра предлагаю пойти в оков. Да. Матрица в очередной раз поимела нас. Мы только собирались начать готовить реквизит. Вообще, что-то Матрица сбоит последнюю неделю прям. А зачем мы завтра едем в Подгорицу? За визами! Да, завтра уже должны быть визы готовы. Вообще, конечно, очень жаль, что не открывают общепит, потому что завтра, если получим визы, хотели пойти бы в ресторан, и в ресторане все это отметить. В общем, хотели пойти в ресторан и отметить это в ресторане. С Джеем, конечно же, да, с Джеем и Дином. Че, Дин, ты на солнышке греешься, да? Молодец. И ты, Джей, тоже, да? Домой пирожочек. Ну все, отдыхайте. Мы поехали по делам. Как вы уже догадались, мы едем в Подгорицу забирать наши визы. Надеюсь, что все нормально будет, и нам не придется бросать свою машину в этом году. Надеюсь, вообще не бросать, а не где-нибудь в Словакии, в Венгрии, где мы там еще будем? В Польше. Больше. А в Цетине, как всегда, идет снег. Ничего нового. Интересно, он и летом здесь идет? Не, летом, наверное, дождь идет. В общем, стрёмное место какое-то. В прошлый раз, когда мы ехали в Подгорицу, вот где-то вот здесь стоял пост. Давайте посмотрим, будет сегодня или нет. По-моему, вот прям здесь он стоял, никакого поста нет. На том перекрестке. Ну, хорошо, значит, домой мы доедем чуть быстрее. Нет, ошиблись мы немного. Вот, пост чуть-чуть в другом месте они встали. Но очередь не очень большая, документы посмотрели, что у нас какая-то бумажка есть, как и в прошлый раз, и сказали, езжай. Ну, в общем, я их понимаю, потому что на самом деле невозможно, наверное, вот целый день сидеть и вчитываться вот в эти бумаги, что там написано, настоящая бумага или нет. Это буквально через пару часов у тебя уже мозги поедут. И представляете, какая здесь будет огромная пробка. И я думаю, что, конечно, немного нереальные меры установили здесь в Черногории. Они как-то, то есть меры на бумаге, может быть, вот они когда сидят в кабинете принимают, им кажется, что действенные и выполнимые, а на практике невыполнимые. Ну, мне кажется так. Что, все? Все. Эпопея закончена. Смотрите, что у нас есть. Шенгенская виза. Притом нам дали не транзитную визу, а мультивизу с 14 апреля по 13 мая. На 1 месяц мультивиза. Притом дали визу в Словению, хотя мы запрашивали в Венгрию. Ну, это не важно. Сейчас я ошибки проверю на фамилию. Да, у тебя фамилия такая. Даже У меня все правильно. тоже. Тоже все правильно? Бывает же такое, даже не верится. Что вот это означает? 10 дней. Максимум 10 дней можем находиться. Да, все, вот она. Да. По мульти, но транзитная. Она не транзитная. Да. То есть мы можем в любой промежуток вот этого времени въехать, но находиться не более 10 дней. Все нормально. Слушайте, ну круто, наши шансы поехать домой на машине увеличились резко с 0 до 90%, я думаю. Кайф. Ну теперь, если только опять кому-нибудь собачки не помешают, тогда все нормально. Не, ну если границы еще напрочь закроют. Ну этого не будет. Поехали домой.
У нас в Будве открыли вроде магазины, поэтому сейчас мы поедем по магазинам. Вообще мы очень много думали над этим роликом, который сейчас будем снимать, потому что все магазины в Будве закрыты. Невозможно купить, получается, реквизит никакой. Опять там придумывали, чтобы по минимуму реквизита. И ролик получался, ну, скучноватый, откровенно говоря. Поэтому сейчас мы узнали, когда вчера, что открывают магазины, придумали там еще кое-какие штуки и поедем их закупать. Если все получится, то ролик получится гораздо интереснее, чем изначальная идея. Смотрите, сейчас мы, похоже, поедем по одной из главных достопримечательностей Подгорицы, мосту Миллениум. На самом деле ничего впечатляющего, особенно для тех, кто был, допустим, во Владивостоке и видел великолепный мост на остров Русский. Вот, но для Подгорицы это такая прикольная вещь. Ну, выглядит симпатичнее их колеса обозрения. Ну, да точно он, да? Ну, конечно. Ну, такое. Вообще странное место Подгорица, тут вообще никаких достопримечательностей особенно нету. Ростов напоминает, да? Да, напоминает Ростов, да даже что-то еще, Волгодонск какой-нибудь. То есть, ну, город и город. То есть, ничего в нем особенного нет. Кстати, в прошлый раз по видео специалисты послушали и поняли, что у меня проблемы со ступичным подшипником в машине. Вот сейчас послушайте, может быть, что-то услышите тоже и дадите какой-то совет по сервису. Слушайте. Мне кажется, нормально машина работает, а вам? Пишите в комментариях. Какое же странное ощущение, я прям кайфую от того, что мы сейчас идем в Акоф, вот в китайский магазин, что-нибудь купим, какой-нибудь реквизит, и мы что-нибудь посмотрим, поковыряемся в чем-то. Это очень странно. Это вот надо у человека забрать как можно больше, а потом вернуть ему совсем чуть-чуть, и он будет счастлив. Димон, а что так светишься от счастья? Девочка познакомился. Да? Что, все, влюбился? И так каждый раз. И Техномакс работает, кайф. Посмотрите, сколько машин. Все поехали, видимо, за джойстиками для PlayStation, да? Такое странное, дикое чувство восторга от посещения магазина. Это были самые приятные потраченные 10 евро за последний месяц. Ага. Ты купил будильник и стакан. Ну и Это что? очень странно. Смотрите, что мы с Димоном купили. Шахматы. Будем теперь рубиться. Вот сейчас поставьте это видео на паузу и по всплывашке вверху экрана сейчас посмотрите видео с Первого канала, чтобы не было никаких спойлеров вам дальше. Смотрите, классное видео, я уверен. Решили мы немножко всех обмануть и гипс сделать из вот такого металлического каркаса, обклеить скотчем и бинтами. Не стали покупать строительную смесь. Решили, что так конструкция будет более надежна и пластична. Посмотрим, что получится. Если не выйдет, то придем завтра и в Акове купим строительную смесь. Они здесь есть в наличии, маленькие пакетики. Кайф. Кайф, просто магазины работают, я просто счастлив. Еще бы кафешки открыли. Что хочешь в кафешке? Омара. Омара. Неплохой выбор, губа не дура. Ведь муж нужен для чего? Ага, чтобы водить по ресторанам. Я омарами кормил. Чего, я зря замуж выходила, что ли? Купили продукты. Люба сейчас их раскладывает. Купили немножко винца, чтобы отпраздновать наши шенгенские визы. Дим, Джей, пошли гулять. Побежали гулять. Да, гулять идем на море, на море. Дядя Дима будет готовить, а мы идем на море. Правильно, пускай работает, сказы. Пускай работает, сказы. Звезды уже отработали. Кстати, мы получили очень много отзывов, когда говорили, что... Да, мой Джей. Когда говорили, что не знаем никаких истинно русских блюд. Прям нам накидали каких-то вариантов, вроде там какой-то перловой каши и кислых щей. Я, конечно, такое есть не буду, ни кашу, ни щи, сами кушайте. Но Дима провел исследование и нашел именно то самое блюдо. Исконно русское и очень вкусное. Из тех продуктов, которые можно приготовить здесь. Передаю слово нашему шеф-повару. Сегодня готовим настоящее русское блюдо. Называется оно бефстроганов, либо говядина по-строгановски. Не буду вдаваться в историю, желающие могут почитать в интернете, но я расскажу о том, как его готовлю я и как можете приготовить вы. Нам понадобится лук,
томатная паста, сметана и отборный кусок говядины. Ну, еще мука. Я предпочитаю отбивать любое мясо, поэтому ищем отбивалку. Вот этот молоток нам подойдет. Вот они основные продукты. Сейчас я отобью мясо, нарежу его и приступим к готовке. Что, Дима, вам надоело уже, нет? Нет? Ну ладно. Ай-яй-яй, we'll always love you. Нарезаем отбитое мясо тонкими ломтиками и обваливаем это все в муке. Отбитый на голову? Да. Димон, ну теперь это докажи, что это не реклама, а как на вкус. Очень крепкий стаут такой на любителя. Говно, короче. А это картошечка варится. Пюре у нас будет. Какая красотенюшка. Важный момент. Обжаривать нужно быстро, маленькими порциями. Нельзя, чтобы сковородка остывала, поэтому 2 сковородки в данном случае. Раскаленное масло. Обжариваем по 5 минут небольшими порциями, потом выкладываем в отдельную емкость и повторно другое мясо. Как-то кускообразно. Сейчас развалится. Что, Джей, нормально Дима готовит или так себе? Да так себе, да? Можно, скажи, и лучше вообще-то. Как думаешь, Строганов бы гордился тобой? Да. Да. Дима решил одеть защиту, да? Что дальше? Заходим на финишную прямую. Сейчас выкладываем последнюю порцию мяса. Ага. Закидываем лук. Обжариваем лук. Возвращаем мясо и добавляем нужные ингредиенты. Какие ингредиенты? Чуть позже. Смотри, какая красота. Да. Маленький секрет. Ага. К луку добавьте кусок сливочного масла. Было вкуснее. Нажористей. Теперь самый важный этап. Добавляем немножечко томатной пасты. Хватит. Добавляем немножечко сметаны. Хватит. Если не сможете найти сметану, ищите ее в русском магазине в своей стране. Наверняка у вас такой есть. Да, потому что сметана это наш национальный кисломолочный продукт. Еще чуть-чуть. Ага. Спасибо. И высыпаем мясо. Со всеми соками. Переводим на медленный огонь. И завершаем это приготовление горячей водой. Неожиданно. Наша задача дать потомиться этому 15-20 минут на медленном огне. И все готово. И будем дегустировать. Не дождусь. Чуть не забыл самое главное. Посолить и поперчить по вкусу. И последнее, и самое важное правило готовки. После всего, что вы сделали на кухне, потом должно быть чисто. Чисто.
У нас сегодня разделились мнения, видите, мы с Димой пьем красное, Ира розовая, Люба белая. За Монтенегро. Нет, за визы, за визы! Ура! Поздравляю, любимая, с визой тебя. К слову, я все еще один. Пишите в директ. Рассмотрю ваши заявки. Как на вкус? Хорошо, мне нравится. Люба? Очень вкусно. Я, Я давай. еще не успела попробовать. Ну, пробуй, давай. Вас всех пока тут обслужишь. Хорошо, что это так замечательно. Пишите ему в директ. Во-первых, это картофельное пюре от моей любимой жены. Она готовит самое вкусное в мире картофельное пюре. Ну и бифстроганов. Мясо просто тает во рту. Это божественно. Всем рекомендую воспользоваться Димкиным рецептом. Пишите в директ, одобряю. Дима готовит каркас для гипса. Да-да, у меня такая широкая нога. Я Золушка примеряю свою туфельку. Ну, неплохо. Очень даже неплохо. Слушай, все-таки мед дает, да, полезные эти навыки? Не все, что я знаю из меда. Сценарий тебя тоже там научили писать? Ну, мы писали истории болезни, но это такой же вымысел. Ты также придумываешь истории по структуре. А сейчас мы забинтуем здесь все, покроем слоем клея ПВА, и потом я буду сходить так до тех пор, пока клей не высохнет. Хорошо, что у нас у Димы медицинское образование. Да. Перевинтовывать. Что, зря учился? Ну, вообще хорошо получается. 7-6 лет там учился. Слушай, еще реально клеем смажем, чтобы монолитности дало, и будет вообще супер смотреться. Если вдруг вы сомневаетесь, герб Российской Федерации. А вот тут написано врач-педиатр. Голосюк Дмитрий Сергеевич. Он, правда, был врачом. Ну, он и сейчас как бы врач по образованию, просто у него аккредитация закончилась. Пойдет аккредитацию, может лечить детей. А дадите ли вы мамочки своих детей ему? На лечение. Кстати, я все еще один, пишите в директ. Это нужно для того, чтобы придать вид монолитности нашему гипсу. Сейчас он похож на перебинтовку. У меня модный малыш. Просто скейтер-бой. Димон хотел бы работать реквизитором? Ну, у меня неплохо получается. Смотри, вот промоченное клеем. Где? Вот сверху. Угу. Вообще оно, видишь, как монолитное такое Ну стало. да. Вот чему ты не мучился 6 лет. На меди, да? Да. Имитировать гипс с помощью клея ПВА, да? Скажешь, я красавчик? Или я влезун? Слушай, вообще. Прям реально, как будто он гипсом пропитан. Хотел бы в поликлинике сейчас работать? Да. Или в ковидном диспансере. Удобненько. Ну, уже привык, нормально. Вначале было сложнее. Почти высохло, скоро снимать будет. Ну что? Вообще сейчас хорошо видно, где липучки шить зато. Заканчиваем второй слой. Пушка-бомба. Ну и все, оставили на балконе сушиться его. Завтра сделаем надрез, наклеим туда липучки и все, и гипс готов. Мне кажется, очень круто получилось. Дин, Джей-то удобный хоть? Ты опять, Дин, лег на задний план, скажешь, что Джей больше тебя. Теперь вот сюда сейчас пришьем липучки, чтобы можно было быстро его прилеплять и разлеплять. Вот такие липучки, АБшки. Хотите, чтобы Илья спал сегодня в гипсе ночью? Все к этому идет. Мне рассказали же, наш гипс высох, но мы не смогли его снова на мне стянуть, и поэтому пришлось срезать опять бинт, заново загипсовывать. Вот видите, он теперь бесшовный. И то есть какие варианты? Либо мы сегодня, я сплю в этом гипсе, либо мы его срезаем и завтра все делаем опять. И опять я буду там час сидеть сохнуть. Видимо, я сегодня буду спать в этом гипсе.
Вообще кайф, да? Ага, еще с собаками не гуляешь. Вот это хитро, да? Вообще, блин, всех объегорил. Да. Шкуру рассыпался. Ну, в общем, не досняли мы ролик за сегодня. Мои сцены тоже не досняли, потому что сцен очень много, они все разрозненные. И непонятно, что мы уже сняли, что нет, нужно сейчас скидывать на компьютер, все отсматривать. Поэтому, да, придется спать сегодня в гипсе, потому что заново это все переделывать, это еще минус 2 часа от съемочного дня. Ну ничего, что только на какие жертвы только не идешь ради искусства. Дима вон медицинский бросил ради искусства. Подписывайтесь на мой инстаграм, я все еще один. И что, думаете, он шутил? Тут стягивать не дают. Джейду, покажи папин гипс. А что, скажу, удобненько тогда? Подпирает. Удобненько. Доброе утро. Да и не тебе, своей ноге. Так, вроде отсняли все с гипсом. Сейчас будем снимать сцену его снимания. Для этого надо сделать разрез. Примерно от горла до пупка. Ой, я знаю, чем. Вот так вот ты мужа, да, любишь? Повезло тебе с женой. Вообще. Ты Тащи следующая? канцелярский нож. Она сказала, это надеюсь не мне. Тебе, Люба, конечно. Я ее боюсь. Я тоже. Честно говоря, у меня чешется уже все под этим гипсом. Проблема это в том, что сетка эта металлическая обклеена скотчем. И там, я думаю, сейчас... Джей, если бы у меня была нога сломана, мне больно было. У меня, конечно, команда такая, мне за то, что я наступаю, дают вкусняшку. Поэтому мне все равно, что там у тебя болит. Так, смотрите, мы режем сейчас только бинт. Каркас оставляем, потому что эта сцена будет заключаться в том, что я снимаю каркас с ноги. А, вы даже не представляете, как нога чешется теперь. Это просто чудовищно. Когда я ходил, в гипсе вообще не было никаких проблем. А теперь снял, и все. Все вот это теперь чешется просто чудовищно. А когда чешешь, еще сильнее чешется. Интересно, сколько человек в этот момент нажали отписаться от нашего канала? На какие жертвы только не пойдешь ради контента. На все готов. Например, закопать ногу в песок. Например, закопать ногу в песок. И порезать штаны. Наверное, часов 10 сегодня сидел, выбирал музыку для нового видео, и вообще пока глухо. Уже новые музыкальные библиотеки нашел, но пока что-то ничего интересного. Кстати, здесь, в Черногории, я открыл отличный способ, как быстро засыпать. Давайте поделюсь сейчас им с вами. Я просто оставляю телефон в другой комнате и ложусь спать. Работает идеально. Вот и закончился наш месяц без кофе. А это значит, что пора пить кофе. Пятна лежит в руке Ира. Месяц без нее. В общем, никакой пользы от месяца без кофе я не заметил. То есть спать я лучше не стал, я и так спал прекрасно. Кожа лучше не стала, она так и до сих пор ужасная. Но при этом стал больше есть, потому что часто кофе заменяет целый прием пищи. Попил кофе и кушать не хочется. И кроме того, пропало вот это удовольствие от утреннего ритуала, когда ты садишься с чашечкой кофе, смотришь в окно, наслаждаешься жизнью. То есть полная глупость была отказ от кофе, и никогда в жизни больше. Все, хватит. Все. Нет. А всего лишь надо было соблюсти условия челленджа. Блин, ну мы старались. Я, по крайней мере, старался. Ну да, это хоть слился. Ну да, я правда старался. Давайте. Просто это С испытание. праздником. О да, детка. Ради этого стоит Вот жить. этого маленького трешь, я только помню. Нет. Как же это вкусно. Это что, не чай? Было очень вкусно. Я очень рад, что кофе вернулся в мою жизнь. Но вы пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите другие видео. До встречи.